Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный и стабильный кофейный крем. Крем готовится очень просто. Готовить я его буду без муки, крахмала и сливок. И, естественно, без желатина. Крем получается сразу. Этот крем крайне редко расслаивается. Этим кремом очень хорошо наполнять торты, пирожные, капкейки. Также этим кремом можно выравнивать торты и, конечно же, украшать и торты, и пирожные, и капкейки. Шапочки у капкейков с кофейным вкусом. Он получается очень ароматным и очень насыщенным во вкусе. Крем очень красивый, он очень хорошо держит форму. Из него также получаются цветы кремовые, если кому-то захочется, и цветами украсить свой торт. Итак, что же нам для этого понадобится? Здесь 40 мл воды комнатной температуры, 2 желтка, желтки от средних яиц. Все это перемешиваем сейчас до однородности, чтобы не оставалось пленочек от желтков. Я готовлю здесь двойную порцию. 8 грамм ванильного сахара или же ванильного экстракта, 240 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это перемешиваем и идем сейчас на плиту. На умеренном огне, в кастрюле с толстым дном, при непрерывном помешивании я довожу сейчас эту смесь до кипения. Здесь просто нужно постоянно помешивать. Когда появляются первые признаки кипения, пузыри, даем прокипеть буквально несколько секунд и тут же снимаем с огня, потому что крахмала в этой смеси нет, долго уваривать ничего не нужно. Переливаем сразу же в емкость, где смесь у нас будет остывать до комнатной температуры, и накрываем ее сразу же пищевой пленкой в контакт, чтобы она у нас не заветривалась. Не нужно остужать сильно, а именно до комнатной температуры. А 400 грамм сливочного масла мы нагреваем до комнатной температуры. Я еще раз повторяю, здесь у меня двойная порция. Здесь 2 столовых ложки теплого молока. Также добавляю туда 2 столовых ложки кофе. Кофе у меня быстрорастворимый, Нескафе. Все это перемешиваю. Вы также можете взять свежесваренный кофе, но я беру вот быстрорастворимый. 400 грамм масла вот до такой консистенции должно дойти. И взбиваем масло сейчас где-то минут 5 точно, чтобы оно вот так стало пышным и побелело. Туда же я выливаю всю кофейную смесь. Все это я сейчас взбиваю до однородности. Обязательно сейчас собираем все с боков и с дна посуды, чтобы ничего у нас не осталось не промешанным в креме. И тоже взбиваю просто до однородности. Долго ничего уже тут не взбиваю. Заварная основа остыла до комнатной температуры, не нужно ее остужать до холодного состояния. Буквально по паре ложек туда добавляю в масляную смесь. И все это просто прорабатываю миксером, чтобы масло объединилось с заварной основой. Долго ничего здесь не взбиваем. Если вы будете взбивать в планетарном миксере, крем будет еще более глянцевым и воздушным, и не будет столько пузырей в креме, потому что всегда взбивание ручным миксером дает лишние пузыри. Крем готов. Крем получился необыкновенно шелковистым и глянцевым. Для этого крема крайне нетипично расслаивание, то есть он получается сразу. Насадка здесь у меня 336. То есть шапочки у капкейка получаются сразу идеальные из этого крема. Им также можно наполнять различные пирожные, торты, украшать и выравнивать также торты им можно. Чем качественнее будет ваш кофе, тем более ароматным будет ваш крем. Вы можете добавить меньше кофе, но тогда и крем будет менее ароматным и кофейным. Это все на ваше усмотрение. То есть здесь можно добавить меньше, можно и больше добавить. Но здесь вот я даю вам очень хорошие пропорции. И вот так выглядит крем в результате. Крем идеально просто держит форму, он шелковистый,
глянцевый и очень-очень вкусный. Очень рекомендую его приготовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.